Господа, здравствуйте! Мы совершили, в общем-то, довольно странную вещь. Действительно собрана моська. Она теперь выглядит как S6 она теперь выглядит, потому что передний бампер у нас от S6, а не от S4. Они немного различались. И многие поэтому до сих пор пишут, что это S6. Но нет, ребята, это настоящая, оригинальная, по документам S4. Многие даже всякие сайты по продаже автомобилей не дают выбрать такой вариант, как S4. Дескать, их не существовало. Не было S4, была просто сотка с турбовым мотором, а в некоторых даже сайтах и турбового мотора у соток не значится. Но тем не менее, была S4, и это именно она. Это 94 и S4. S6 это совсем другая история, хотя на самом деле это просто две одинаковые машины. Они немножко отличаются по наполнению. Зачем мы ее собрали? В прошлой серии у нас было серьезное подозрение на то, что машина не совсем стоковая по мотору, потому что мы ехали в +1, в снег, на летней резине, по мокрому. Стоковое значение 6,8 секунды. Это ровно паспорт, пацаны. Поэтому у нас есть мнение, что здесь немножечко не паспорт. Тем более нам продавец уже говорил, что есть чип. Возможно, здесь простейший бустап, и мы установим 300 лошадиных сил. Поскольку уже в этой серии в конце от машины останется остов, возможность проверить ее мощность будет сейчас и в июне. Поэтому ждать очень не хочется, и проверяем сейчас. Господа, я думаю, у каждого из вас есть такой друг, который почему-то вечно ищет работу. И это абсолютно мне непонятно, потому что, понимаю, раньше, да, нужно было по знакомству где-то узнать, что есть какая-то вакансия, потом ты туда идешь с каким-то начальником, общаешься, тебе только там рассказывают, в чем соль работы, но сейчас-то в современном мире все же гораздо проще. Например, я после закрытия Ютуба сделаю элементарно. Я зайду в приложение hh.ru, это, кстати, самый популярный сервис для поиска работы в России, и найду там миллион вакансий. Быстро откликнусь на понравившуюся мне и получу ответ уже в ближайшее время. Теперь работу стало искать просто и удобно. Так что, если вы ищете работу, переходите в приложение hh.ru, ссылочки на которое будет в описании, но даже если у вас уже есть работа, все равно зайдите в приложение hh.ru и посмотрите, сколько за вашу специальность платят в других компаниях. Возможно, есть смысл получать больше. В последнее время очень плохая тенденция, потому что есть моменты, которые мы не снимаем. И после этих моментов наступает ремонт. Это уже второй раз. Вот Победа так была, вот утонула. Никто не снимал. И потому что мы такие едем в лабораторию скорости, думаем, дадим дрозда. Дали дрозда, в итоге первая, вторая не включается. Я очень надеюсь, что это салонная часть, потому что если отрыгнула коробка, мы не сможем замерить мощность и разбираем машину прямо так. Потому что снимать коробку, чинить коробку, потом сделать замер. Хотя, если за день получится, то завтра померяемся. В общем, надо все всегда снимать, это уже доказано. А сейчас чиним кулису. Слушай, тяги снизу раскручиваются, может раскрутить тягу? Там же болтик, помнишь, на нас торчал снизу, мы его смотрели. Может раз... Да. Если кулиса себя так же поведет на ослабленной тяге, все, как бы приехали. А если нет, приехали все равно. Воткнул? Да. Ты давай там определяйся. Ты даришь нам ложную надежду. Да, вот он начала втыкаться. А что ты для этого сделал? Да только брызнул туда, но это вообще никак не повлияло. Что-то он там сделал. Так, ну-ка давай признавайся, что ты там? Как-то он там... Ты чем там ее втыкаешь, что ли? Ну, у тебя, конечно, ручки-то золотые. Короче, мы так и не поняли. что радует в этой ситуации, что это последние метры автомобиля перед тем, как он будет просто полностью взорван. То есть у вас в хронологии остается все меньше и меньше времени до той ситуации, когда... Первая есть. Кайф. Вторая. Вторая нет. Ну, конечно, здесь... Слушай, ты мне нравишься. Прям вот ты давай, работай. Мне кажется, у тебя получится. Ну да, здесь такой люфт, что... Короче, походу просто супер конские лифты, поэтому шанс... Ой, Вот, наверное, вот так надо, да. там прям такой звук вообще, как будто все болтается просто в разные стороны. Прям металл. Что, включается первое? Да, замерщик должен будет обладать экстрасенсорными навыками. Нет, там главное на первую раскрутить, а дальше на третью. Как говорится, удачи в поисках передачи. Тут звуки просто страшные, там нету ни одной втулки пластиковой, которая на этом вертолете. Там просто все металл по металлу, все как-то ориентировочно там пытается. Зато короткоходная вообще. Ну надо, пробовать втыкать первую, привязывать ее к стенду, втыкать первую. Да. И с первой перескакивать на третью и получать офигенный график. Ваше здоровье.
300, точно. Должно быть. Но звучит крайне мощно. И в конце он сейчас, когда отстрелил, огонь был в выхлопе. Сзади было видно прям бух такой дал. Ну что, 250 колесных. 250 колесных, скажи мне. Нет? 300 колесных? 300 колесных? 241. 241 колесная. А у нас в ПТС-ке записано 220. Стоп, какие колесные? Подожди, 241 моторная. Моторная все-таки. Моторная, да. 241 моторная сила, 384 момента. Вот, но прикольное ощущение. Да, да. Она, у нее график получается. С 3 взрывает ее, да? Даже не с 3, вот я с 1,5 стартую, и прям видно, как график сразу вверх идет. Потом с 3 еще он круче Уходит. становится, да. График такой ровненький, нормальный. Но всего 241. И она так валит. На маленьком экранчике. 241, да. Всего 241. Значит, слушайте, чип точно есть, потому что в стоке 230. И мотору 500 тысяч километров. И он выдает на 10 сил больше стока. Значит, точно чип. Но 380 момента маловато. Ну, по современным меркам нет, тогда это было ДШШ. Но на сегодня 380 момента у меня 2-литровый Wrangler выдает 440, по-моему, или 450 момента. У Ренжа 2-литровый мотор выдает 500 момента. Или тоже 450, тоже 450 свищу, да. И у тебя, Владян, тоже 420 или 440 тоже? 450, вот, то есть раньше столько момента выдавал УЗ. По сегодняшним меркам столько выдают 2 литра. Здесь, конечно, 2,2, и для тех времен 2,2 на 380 момента это был дико тяговый мотор, но он крутится в 7200, какая разница, когда у тебя отсечка в космосе. В общем, все равно неплохо. 5500 максимальная мощность, 3450 максимальный момент. Вот Ну, он, момент вот, приятно, раз. да. И его чувствуется, он с 3, когда едешь, он прям с 3 подрывает. Прям Но вот вот тут этот. на стенде не так сильно чувствуется, то есть чувствуется, что она еще сильнее. Да потому что на повалила. 3 ты это Ну делал, да, да. А на 2, на 1 он, конечно, с 3 прям вот есть, валит. Да. И всего 240 сил. Это, с одной стороны, плохо, мы хотели 300. С другой стороны, хорошо. Как она поедет на 300, я вообще не представляю. 240 сил нужно, чтобы эту штуку пульнуть за 6,8 до 100. Зато смотри, тут если... По-мокрому. Если посмотреть на график, он у тебя постоянно растет, и вот тут, вот начиная, наверное, с 4500, да, у тебя практически ровная полка. Да, да, Но да. это не за счет того, что это ограничения там какие-то электронные, а за счет того, что все, машина больше не может. А у современных машин, у них прям вот полосу вот так сделали. Да, потому что отшито по углам и в зажигании и всему. всё, Да. И смотри, он график сдувается только на 6600 где-то. Да. То есть он просто до конца, просто Да. отсечка 7200, он до Она валит 6,5, во всем просто до диапазоне, упора. да. Жестко. Значит, турбо справляется точно, и форсунки, и все остальное. Это вот тоже... Жуть. Просто жуть. У мотора 500 тысяч километров. Это Где ваши TSI? Это все. Где ваши вот N63, где все вот это вот? Вот, 500 тысяч. И мотор без... Внутри зеркала, хона нет. Чуть подранный, не дымит. Раньше делали машины. Да, а не- мое почтение, ребята, просто гениально. Мы убедились в том, что машина классная. Спасибо вам, кстати, огромное, как обычно, выручаете нас. Мы убедились, что мотор у нас есть, коробки у нас больше нет. Все здорово, можно разбирать. Единственное, что, наверное, аккуратное в этой машине, вот прям кайфово, это руль. Благо, найти их немножко проще, чем эти машины. Потому что эта машина действительно редкая, и найти ее сейчас очень сложно. Допустим, заходите в приложение Дром, то же самое, и смотрите, сколько их продается по стране. И у вас будет там одна в Севастополе, одна в Сыктывкаре или где-нибудь еще. В общем, 3 в мире, одна в Сибири. Поэтому у меня, как и на многие другие машины, просто сделана подписочка. Вы подписываетесь на необходимую вам марку, модель и смотрите, когда выскочит сладкий вариантик. Я думаю, все, кто ищет редкие машины, делают абсолютно точно так же, как и я. Ссылочка на приложение Дром будет в закрепленном комментарии.
Обшивка. О, я вспоминаю, я же это разбирал у своей сотки. Ой, тут воды. И она весит сколько. Вода прямо выдавливается. Ну, с дренажами, потому что проблемы, как обычно, скорее всего, у люка. И весит оно. И весит оно прямо, слушай. И вот здесь, кстати, видно все ржавые места у нее. Они Да, вот где было. Понятно, ну, значит, у нас проблемы с дренажом. При этом на самом полу-то воды нет, смотри, то есть воды ровно столько, чтобы впитывал ковер. Да. То есть неизбыточное количество. Ну и да, на самом деле не пугайтесь, что оно внутри белое. Потому что, во-первых, покупался отчет по этой машине при покупке, и он там значился белым. И, во-вторых, продавец при продаже нам тоже сказал, что машина перекрашена, по паспорту у нас есть черные, изменения внесены, то есть все с ней нормально, но раньше она была белая, действительно, это факт. Ввозилась в страну она как белая. Что мы имеем при этом по днищу? Мало того, что оно белое, так оно с местами ржавчины, но не гнили. При этом. И также то, что мы видели снизу, днище очень хорошо получало, потому что форма днища, она не совсем заводская. То есть, видите, все, что должно быть в виде углубления, оно присутствует в виде, наоборот, бугров. Это все получало от дороги, потому что подвеска низкая, а машина длинная и широкая. Поэтому на рельефе она ведет себя, конечно, не очень плохо. При этом нету гнили. Это реально все ржавчина. То есть, если мы сейчас возьмем, ну вот, что угодно мы можем взять, любую отвертку, да, вот в любом месте мы можем как угодно долбить, не пробить даже самую ржавчину. То есть металл весь на месте, он просто начал ржаветь. Из-за того, что у нас был плохой дренаж от этого люка, классика абсолютно, что в Passat, что здесь, что во всех старых машинах, дренаж стекал не куда ему нужно, на улицу или в пороге, кстати, часто делают это на иномарках, а стекал он именно в салон. Поэтому пошла ржавчина. Поскольку машина сейчас разбирается до голого кузова, и голый кузов уже уезжает в перекрас, он, во-первых, и внутри станет черным, и, во-вторых, избавиться от всей этой ржавчины, его протравят и сделают антикор с двух сторон, и все это уже будет жить долго и счастливо. По всем ключевым моментам, типа пороги, лонжи, все на месте, никакой гнили нет. Даже ноги пассажира очень часто, вот эти все места, вот они прямо... Они обычно все на вылет. Это отлетел антикор штатный. Вот под ним серый грунт, железо. Никаких проблем с металлом нет. Что очень радует, потому что кузов — это фундамент автомобиля, это основа всего. Не было бы кузова, не было бы автомобиля, нужно было бы искать донор. Еще есть момент с дверьми. Они все, к сожалению, проржавели и помялись об стены. Да, это очень неприятная ситуация. Их постоянно все открывают, как идиоты, и мнут. Не имеет это значения, потому что отвертка сейчас, она пролезет туда, поверь, дырка уже есть. То есть двери все гнилые, абсолютно на вылет, но у нас есть. Они черные. Да, все верно. 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей. За 4. Раз, два, три, 4. И вот смотри, комплект молдика. Вот они. Мне очень нравится эта машина. Прям, видишь, они резиновые. Это понизу, вот то, что это вот здесь вот есть, на что их крепить. Болтики маленькие, винтики. Обалдеть. А молдинги-то новые, походу. Так они вообще новые. И это все за 15 тысяч. С VR было сложнее. На основные на двери. Тоже новые, что ли? Все новое. Новые, не поведенные. Это вот на низу. Это низы, да. Это все низы вот эти. Весь комплект, короче, по низу. Все нулевое. Очень мощно. А вот это на центр двери получается у нас. Это листва уже. Да. Да, но это уже БУ, да. Ага. Да. А может... Нет, это новое. Смотри, тоже все новое. Или очень хорошо сделано, или новое. Непонятно. Тут есть, видишь, зеркальце, как у селфи-камеры. Можно вот теперь сфотаться на молдинг, да. Пушка. Ну. Внутри все прям идеально. Надо голосовалку. Уважаемые зрители, какого цвета скрасить машину? Поскольку мы сейчас ее перекрашиваем, с перекрасом и оформлением нового цвета сейчас в ГИБДД нет никаких проблем. Ты просто приезжаешь с СТС-кой, грубо говоря, и говоришь, что прошел дождь, и на меня сверху выпала вот такого цвета краска. И тебе ее меняют. То есть это вообще не проблема. Поскольку мы машину красим целиком, на цену никак не повлияет. Красим мы ее в черный родной цвет или в любой другой, какой захотим. Кстати, можно покрасить реально какой-нибудь British Racing Green. Забавно будет в таком английском цвете сотка Audi смотреться. В общем, надо понять. У меня нету понимания. Смотри, наверное, не красный. Карбон черный с синим. В салоне, который штатный. С синего начинал, с синим продолжил. Только Пхев как-то умудрился выбиться.
И снова мы ныряем вот это вот. Ну, Passat серебристый, окей. Короче, надо подумать. В процессе разбора глобальная затея наша какая? Представляете, мы все разбираем. Каждая деталь чистится, песочится. Рычаг, кулак, аморт или под замену, или он восстанавливается, чтобы даже внешне он был идеальным. Задний редуктор. Сальнички потеют. Меняем. Сам редуктор чистится, красится заново. Крышка редуктора в песок или разбирается, или все вот это чистится и красится в черный глянец. Рычаги, поперечины, все чистится, все отмывается и все красится в черный глянец. Задача сделать такая, чтобы машина, когда будучи собранная, поднималась на подъемнике, она снизу была завод. Я хочу завод. Вот эту проушину, видите, она будет также черный глянец, почищена, отпесочена и покрашена. Брюхо, естественно, также будет в антикоре. Ниша запаски пластик, с ней ничего не придется делать. И так далее, и так далее. Бампер, видите, вот такой неаккуратный. Вот надо, чтобы ровный был. Благо задний бампер обычный от Audi 100. И видно, что он уже красился на замену и так далее. То есть камня на камне не останется от всего того, что нам мешает видеть эту машину в идеале. Передний подрамник то же самое. Он будет скинут, отпесочен, покрашен заново, чтобы все были рычаги. Четко все было покрашено. Пока что из того, что мы видим, это то, что мы увидели при покупке. Это отсутствующие пороги. Естественно, они будут меняться. Двери, они, естественно, будут меняться. Арки, они также будут меняться полностью. Остается только сам кузов. На удивление, что внутренние части все вот эти вот уже сразу лучше. То есть это просто ржавчина, никакой гнили. Чашки целые, стойки. Вот здесь все эти кромки даже, они живые. Их просто запесочить, покрасить и залить антикором. И все это будет жить. То есть машина находится вот в том последнем шаге, из которого ее можно вытащить. В чем-то удивительно, но в чем-то она даже может быть чуть лучше Passat. На пару баллов она может быть лучше Passat. Пару баллов из 100, если честно. Но тем не менее. То есть какие-то моменты в ней даже получше. Конечно, глобально Passat в гораздо лучшем состоянии был, когда мы его купили. И по кузову мы там, да ничего мы там особо и не делали. Здесь же, конечно, совсем другая история, но и совсем другой класс машины, совсем другой ее уровень. То есть вот эти все, знаете, традиционные темы, типа вот ноги пассажиров. Вот они типа здесь где-то у нас. Да, вот это ноги пассажиров. Вот это всегда очень больные места. И вот только-только ржавчина пошла, вот здесь вот только. И все. Никакой гнили. Ничего. Да, места крепления подвески. Вот они, опять же, все, они ржавые. Ничего не гнилое. Все прям класс. Центральный туннель, он тоже просто ржавый, никакой гнили, ни заплаток, еще ничего здесь появляться не успело. Выглядит, знаю, так себе, но благо уже я повидал в этой жизни некой некроты, я бы так сказал. И хорошо умею отличать гниль от ржавчины. Здесь вот пока только вот может быть вот это вот. И типа, нет, это тоже это из-под болта или из-под чего-то крепление. То есть еще не успела, где-то рядом, где-то кроется что-то. Это тоже все в масле, в тосоле. Все это очищается, все красится, все, что было прямо по кайфу, перебирается по максимуму. Шикос, шикос. Делаем. Мы только сейчас обнаружили интересную фишку. Установлены тормоза большего диаметра, но при этом на старую скобу. И у нас колодка тормозит только наполовину диска. Что за дичь? Мы только сейчас это увидели. Причем диски новые. И спереди, и сзади. Нет никакого желания даже переходить на другие тормоза, потому что эти тормоза вроде, как говорится, азаза.
Но реально скоба в половину меньше, чем надо. То есть скоба от старых тормозов, а диски тормозные от новых. А скоба как будто через проставку или адаптер сделан или так далее. Короче, жуть. Это мы, конечно, поменяем. В идеале хочется просто огромные тормоза ровно под размер 18-х колес. Я думаю, что так и будет. Неделю назад в первой серии вы все прекрасно видели, как эта машина с пробегом в 499 700 километров едет паспорт на летней резине в +1 в снег по мокрой дороге. И в этом ей в кавычках помогал интеркулер, как вы видите, который обеспечивает идеальное охлаждение воздуха. Я не знаю, почему так. Он оригинальный, да, вот с оригинальным, видимо, песком еще и так далее. 2 единственные живые подушки, коробки, потому что остальные я вам сейчас покажу. И особая геометрия турбины. Это наша крыльчатка турбины, в которой каждая лопасть идет по своей уникальной траектории. По-моему, она съела 2 воробьев и 4 щебня, пока она работала. И явно это оригинальная турбина, и ей явно тоже 500 000 километров. Это не открученные вверх подушки двигателя, а сама подушка осталась внизу. То есть она просто взяла, рассоединилась. С этой стороны у нас еще одна подушка двигателя с точно такой же историей. То есть от лапы подушку мы уже позже открутили, но на самом деле мотор с подушки просто снимается вверх. А, передний у нас еще вот эта подушка живая была. Ну, короче, вы поняли. У нее было 2 подушки у коробки и 1 подушка на передней поперечине. И этого было достаточно, чтобы при всем этом, при этой турбе ехать в сток. Если этому дать мотору просто сейчас вздохнуть, просто... Там, на мой взгляд, будет точно 300 плюс. Точно будет. Но в этом конфиге шансов у него было мало. Почему в том числе не могли долго снять двигатель? Потому что есть система тросов. Вот они. Сколько я про них слушал. Вот эти троса. Они в случае ДТП натягивают ремни безопасности и зажимают руль, вернее, втягивают руль в приборку. Эта система в свое время спасла, возможно, жизнь моей маме. Потому что моя мама на Audi 100 уснула от трассы дороги, ушла в кювет, срезала 2 вот таких сосны. Вторая сосна дошла до этого места, то есть капота не было вот так, мотор вниз. И руль втянуло, соответственно, в приборную панель, а ремни безопасности натянулись. Вот эти 2 троса, которые идут здесь и опоясывают все необходимые системы в кузове, а упираются они не за двигатель, а фактически за специальную отштамповку или отливку, которая прикручена на болты коробки. Аж вот здесь, вот прям вот так трос ее огибает. Это специальная даже его страховка, чтобы он не слетел, чтобы он вот здесь находился. И когда двигатель с коробкой начинает идти в сторону салона, троса натягиваются через блоки и втягивают на себя и руль, и ремни. Наконец-то я ее увидел, потому что эта надпись Procon 10, она знакома, наверное, 90% обладателям соток еще с Союза, потому что Audi очень гордилась этой системой. Ну и как показывает то, что с моей мамой тьфу-тьфу-тьфу до сих пор все в полном порядке, это реально работает. То есть даже подушек безопасности не было еще тогда, хотя в этой комплектации они есть, а безопасность уже была вот такая. Класс. По итогу недельных работ в Скрю не остается даже кузова. Он пока что есть, он пока что голый, в нем даже закрыт капот, но больше ничего абсолютно нет. Да, он опускается, я ничего не боюсь, подрамники сняты, все снято, тормоза, трубки сняты, оставлены только считанные какие-то троса, которые, по секрету вам хочу сказать, тоже уйдут. И сейчас это все отправляется в малярку. Диски уже находятся в 4Wheels у Василия, салон уже находится в реформа-стайлинге у Паши, оптика уезжает в It's-Tuning к Владимиру. Это уезжает в малярку, к сожалению, еще не знаю, как она называется. В итоге скрюшники красавцы, и у них остаются метизы и двигатель. Но аутсорс, ребята, позволяет одному сервису, вернее всем сервисам, одновременно каждому делать свою работу. И в итоге вроде как делают ребята из Скрю, но они это могут сделать, но это займет капец. Потому что я знаю, что ребята там и красили, и они все это могут сделать сами, но это займет
очень много времени, поэтому объявляется всеобщая мобилизация любителей некрокустома. И все они будут делать мою любимую эсочку, и тогда мы очень надеемся, что за 2-3 месяца она соберется. Это тот случай, когда вот из счетной машинки деньги будут сразу падать сюда. То есть такой... Вот так вот это все будет лететь, но это будет быстро. Это не будет год, и за всем этим придется офигенно как следить. Лабаш, видите, у нас процарапан дворником, у нас же не было дворника, и царапала пластмасска, потому что лабаш будет новый, естественно, он также вставляется, двери, арки. Вы все это уже в этой серии видели. Подрамники точно, Леха и Линк-шоу, он тоже участвует в этом, потому что, но не в подрамниках, да, но он участвует в другом. Он гидробластом или аквабластом делает, короче, нам красивые все детали, все их чистит, потому что все, как я и говорил, должно быть почищено, и все должно быть как новое. И еще даже не перечесть всех людей, которые тоже будут помогать, но в этой серии пока вы их еще не увидите, но они тоже подключатся. Еще уже заказаны чунячки на мотор, или еще не заказаны? Отлично. По предыдущему курсу. И все это уже в следующей серии. То есть в этот раз не будет так, что мы машину отдали в покраску, потом она из покраски приехала. Мы будем объезжать эти серваки каждый день, контролировать, всех пинать. Где моя вот... Тут даже швабры не хватит, ребята. Тут нужен нормальный размер, и чтобы он постоянно вот так вот работал на всю амплитуду. И тогда все, надеюсь, тоже будут работать. Мы будем всех объезжать. Коробка у нас вообще на замену. Насколько я понимаю, мы еще не разбирали, не смотрели. А ребята в скрю остаются здесь с мотором. Когда приедут тюнячки, они будут мотор делать частично, но об этом в следующих сериях. И все у нас должно случиться хорошо. В общем, ребята, огромное им спасибо, что смотрели эту серию. Мы начинаем. Раш начинается невероятный, потому что следующий выпуск, как обычно, уже через неделю, в следующий четверг вечерком. До скорых встреч, удачи вам и пока.